Я была директором двух московских кинотеатров. 24 февраля я проснулась в 8, чтобы собраться и поехать на работу, и я увидела какие-то отрывочные сообщения. Лента то ли не обновлялась, то ли просто никто ничего не писал в Телеграме. Увидела, что Шульман написала, что как-то я сильно ошиблась, какое-то такое там было высказывание, что типа мы все просчитались в наших планах и ожиданиях. Я сначала не поняла, а потом я увидела видеообращение Зеленского. И когда я поняла, что началась война, я просто сидела и плакала какое-то время еще в кровати, потому что я не понимала, зачем мне идти на работу и зачем вообще что-либо еще делать. Дальше моя близкая подруга мне написала, что она не понимает, как жить дальше, и что происходит, и что вообще делать. Мы с ней обменялись несколькими кружочками, в которых обе плакали просто. Я не понимала, что вообще со всем этим делать. Какой имеет смысл, что бы то ни было. Я очень боялась тогда идти на протесты, а она сразу сказала, что пойдет вечером на улицу. Я боялась, потому что я боялась потерять свою работу. Моя работа была связана с госучреждением, и, в общем, никто не скрывал на работе свою гражданскую позицию, но было открыто проговорено, что если вас задержат где-нибудь, то мы вас увольняем в любом случае, что это несовместимо. И я понимала, что если я пойду и меня задержат, то я автоматически теряю работу, а я только полгода как взяла ипотеку. И в целом я сама по себе, у меня не было партнера, семьи. Ну, родители поддерживали, но не настолько. И я сказала подруге, что я, наверное, не пойду, потому что я боюсь. Я приехала на работу, и я чувствовала себя тенью тени просто. К счастью, у директорки есть кабинет, в котором можно закрыться. И я просто пошла в свой кабинет и плакала там. Потом я помню, с каким недоумением я смотрела на всех своих сотрудников, которые заходили с какими-то делами типа «а вот тут эту бумажку, а вот там приехали починить зеркало». А я смотрела такая типа «чё, серьезно? Вы хотите сейчас обсудить премию?» Окей, я сегодня не хочу ничего обсуждать, простите. Все видели по моему лицу, что что-то не так, но мне кажется, не для всех даже было понятно, что именно не так. Потом эта подруга, с которой я утром обменивалась кружочками, приехала ко мне. Я сказала, что я все-таки пойду с ней на улицу, и в этот момент я поняла, что так как я относительно недавно заехала в свою квартиру, а я живу с кошкой, то если меня задержат на неизвестный срок, некому будет кормить кошку. И вот приезжает моя подруга, и мы с ней идем искать дом быта, в котором можно сделать копию ключей, чтобы оставить в кинотеатре на случай, если меня задержат, чтобы кто-то мог приехать забрать их и поехать покормить кошку. Я предупредила своих администраторов, что, ребят, если вдруг завтра-послезавтра придет кто-нибудь и скажет, что ему нужно взять ключи от моей квартиры в кабинете, значит, меня задержали, пожалуйста, отдайте, типа, я не знаю, как это будет, кто это будет, не знаю, будет ли это вообще. Ну вот, типа, just in case. Все как встревоженные дети выглядели, у меня нет там каких-либо ватников или очень поддерживающих власть, но их явно не поразило это настолько, насколько меня. То есть я была в каком-то абсолютно ничтожном ментальном состоянии. И мы поехали с подругой в центр. К тому моменту уже собралась какая-то группа, нам всем было страшно, но мы все понимали, что мы не можем не выйти. У меня еще с собой была сумка, на которой я маркером написала «Нет войне», которая теперь живет в Тбилиси, потому что у меня потом она следующие какие-то несколько месяцев лежала дома, потому что выходить с ней стало категорически нельзя. А вот подруга в Тбилиси может с ней ходить. А тогда я шла мимо полиции с этой сумкой и чувствовала, что мне страшно. Что вот я иду по Тверской, и я не понимаю, в какой момент кого задержат, за что. Людей было не так много, как я ожидала, но достаточно, и довольно быстро начали всех гонять. Там же стояло огромное количество оцепления. У нас была компания человек 10-15. Не все они друг друга знали, это были скорее кто-то, кому ты доверяешь, кто тоже хочет выйти, но боится один. Там в том числе была моя подруга, вот я шла с ней, держала за руку и говорила: «Кристин, не бойся, я с тобой».
И вот всех, с кем я вышла, задержали. Не задержали только меня, и не задержали каким-то чудом, потому что мы стояли у перехода на Пушкинской, и мне просто позвонила в этот момент еще одна подруга, которая пыталась нас найти. Я отвернулась от этой группы и сделала шаг в сторону. И в этот момент просто подошли ОМОНовцы и всех увели в автозак. В том числе Кристину, которая только что держала за руку и говорила: «Не бойся, я с тобой». Всех увели. Я успела снять короткий видос, что вот где-то там мои девочки. Я осталась одна. Я нашла в итоге эту свою подругу, которая меня искала. Я выхожу к ней и говорю: «Дарин, всех задержали. Никого больше нет». И потом я встретила своего приятеля, я просто в него врезалась. И я говорю: «Тёма, я не знаю, куда идти, я не понимаю, что делать. Можно я пойду с тобой?» И мы с подругой просто в дикой растерянности. У меня нет опыта битв с ОМОНом, и я не понимаю, куда идти, потому что оттуда уже не выбраться. Метро уже закрыто из-за толпы, везде кордоны, и тебе оттуда не уйти, а куда бы ты ни пошел, ты рискуешь нарваться на задержание. И ты вот как крысенок, бегающий по лабиринту. И Тёма был со своим другом, и мы просто пошли с ними. И мы побегали, конечно, немножко от ОМОНа. Отчасти это были просто такие ложные тревоги, когда просто начинает двигаться ОМОН, и ты не знаешь, будут они сейчас задерживать или нет, но люди начинают бежать. И те, кто в другом конце бульвара, не знают, почему все бегут. Возможно, там уже бьют, может быть, даже стреляют. Ну, если побежали, лучше тоже побежать, конечно, на всякий случай. Параллельно я звонила еще одной своей подруге, и она тоже сначала не собиралась идти. У нее маленький сын, она не хотела рисковать, но она пошла со своим коллегой с работы. И я ей позвонила и сказала: «Ксюша, у меня всех задержали, мне стрёмно, можно я вас найду? Просто вы явно не те, кто сейчас пойдут меситься с ментами, и, может быть, мы сможем вместе как-то закончить этот вечер, не стыдно». И мы их нашли, и в итоге композиция закольцевалась. С этим человеком и с детьми этого человека я теперь живу. С ее другом с работы, с которым она тогда выходила. Мне кажется, он тогда немножко злился, что из-за того, что он пошел с пугливыми женщинами, как он сказал, даже мента понюхать не дали. Но да, мы поехали в итоге к этой подруге домой, решили взять бутылку вина. И была такая смесь злобы и бессилия. А я еще выложила в сторис, как задерживают моих друзей, и мне тут же позвонили с работы и попросили удалить. То есть у меня было тошнотное настроение, и тут я вижу, что девушку из Центральной Азии затаскивают насильно в машину такси. Просто запихивают буквально на тротуаре. Она сопротивляется, а ее туда пихают. И я просто пошла с каким-то мужиком отбивать эту девушку, потому что у меня было настолько заряжено, что я ничего не могу сделать. Но ты, ублюдок, ничего не добьешься. Не сегодня. Мне уже насрать, мне нечего терять. И мы не подрались, но потолкались с этим чуваком, отжали у него эту девушку, спрятались в винном магазине, где нам помог охранник, вызвали полицию, и, в общем, в следующий час, вместо покупки вина, чтобы прийти в себя от того, что произошло за день, мы искали шелтеры для мигранток, подвергающихся домашнему насилию. Девушка эта поехала в полицию, написала заявление, связалась с родственниками и поехала к ним. А потом уже у нас было вино. И ощущение, что все уже начали брать билеты. Это похоже на финальную битву Волан-де-Морта с Гарри Поттером за Хогвартс, когда все опять поняли, что Волан-де-Морт осекся, а Келла промахнулся, и резко начинают исчезать все его сторонники просто в воздух. Ощущение, что они только что тебе говорят: да-да, мы здесь до конца, мы не сдадимся, мы не отдадим Россию этому ублюдку. И через секунду вспышка, и этот человек уже где-нибудь в Тбилиси такой, типа: юху! Вот это мое 24 февраля. Все, с кем я ходила тогда, всех девочек, которых задержали, уехали. Я думаю, что для них это тоже было большим импульсом. Там были те, кто не собирался уезжать, но никого из них сейчас нет в России. Может быть, если бы меня в этот день тоже задержали, может быть, если бы мне пришлось проходить через автозак, СИЗО, вот эти вот все судебные издержки, не знаю, короче.
Они все потом проиграли в суде, разумеется, они все заплатили по 15-20 тысяч за незаконные действия. Никому не удалось оспорить, какие бы адвокаты ни защищали. А там уже некоторых били и пытали, и кому-то дали по 5-10 суток, но именно всех моих отпустили в какое-то достойное время. В ночи этого же дня они уже смогли поехать домой. А, Не всем так повезло. Но им этих нескольких часов хватило, чтобы в ближайшие дни, недели, месяцы собраться и уехать. У меня сложные отношения всегда были с родителями по политическим вопросам. У меня папа с опытом работы в милиции, полиции и всяких силовых штуках. И сейчас он тоже сотрудник, но у него уже пенсионная ставка, а он уже ничего не делает, и меня это абсолютно устраивает. Я пару раз у него спросила, типа, что ты делаешь на работе? Ну вот, эту книжку прочитал, ту прочитал. Я такая, отлично, супер, класс. Но да, это силовые структуры и особый круг общения, и было сложно. Я боялась звонить родителям после начала войны. И я позвонила им в первый раз, когда поняла, что меня увольняют. И я позвонила маме, типа, мам, что ты думаешь, вот если я сейчас уволюсь, какие варианты есть? Мы с ней по финансовым вопросам часто консультировались, ну, чтобы какую-то стратегию найти, что с ипотекой, со всем остальным. И вот буквально через пару часов после того, как я позвонила маме, чтобы это обсудить, меня уволили. И вот тогда мы в первый раз поговорили с родителями с начала войны. Я понимала, что у нас разные взгляды, и они это тоже понимали, и мы не хотели это обсуждать. Они не за, они считают, что нас вынудили. Они слушают телевизор, радио, пропаганду. Это тоже мне тяжело, когда я к ним приезжаю в гости. Они говорят, что вот, мы всего не знаем, все не черное и не белое, нас вынудили, а зачем вот и не НАТО придвинули? Стандартный набор, короче. Но для них было важным триггером проявления поддержки то, что меня уволили, потому что они знали, что я сделала, то есть ничего, а подписала открытое письмо. И они понимали, что это несправедливо, что типа какой бы позиции кто бы ни придерживался, это не ок, что я хорошо работаю, что я люблю то, что я делаю, и что это ненормальная ситуация. Потом мама очень просила меня не давать комментарии в прессе. Она сказала, а вдруг у папы будут проблемы? И я сказала, ты знаешь, если у папы будут проблемы из-за того, что я рассказала, как со мной несправедливо поступили, то кажется, что проблема не во мне, а в месте, где работает папа. Поэтому давай каждый будет нести ответственность за свою жизнь и за свое место работы. Ну, она поплакала, но они все равно не могли меня в этом плане остановить. Я информировала, но не спрашивала согласия и ставила в известность о тех рисках, которые появляются в жизни. Потом мама почитала мои комментарии, поняла, что я дала их очень взвешенно, что я не стала хуесосить своих коллег, что я не назвала имен тех, кто меня увольнял, потому что для меня важны эти люди. И я понимала, что это не их выбор, а условно Департамента культуры города Москва. Ну, то есть у меня все равно некоторый баланс был того, о чем я рассказываю, а о чем не хочу рассказывать, просто чтобы не подставлять людей. И, видимо, у моих родителей вызвало уважение то, как я об этом всем говорила, и что это не про то, что там развести какую-то истерику, кого-то смешать с грязью и все прочее, а про саму ситуацию. А мне там еще прислали в «Новой газете» материал про нескольких людей, которые потеряли работу из-за позиции. Там учитель, музыкант какой-то и вот я. И дети во Львове сделали фотографию «Спасибо» и имена наши, и вот отправили в редакцию «Новой газеты». Я переслала это в чат родителям, а они такие, вот, а кому говорят спасибо дети Донбасса? Я такая, ну, пап, извини, пожалуйста, мне жаль, что я не оправдываю твоих надежд и разочаровываю, но как бы уж кто говорит спасибо, тот и говорит, я тут что сделаю? И он сказал, нет, ты не права, ты меня не разочаровала, я считаю, что ты заблуждаешься. Но я уважаю, что ты последовательна в своей позиции, уважаю то, что ты стоишь на своем, на том, во что ты веришь. И мне кажется, это был очень важный момент примирения, что вот мы понимаем, что мы не согласны, и мы принимаем, что мы можем быть не согласны.
Почему я не звонила первые дни? Потому что, когда объявили о том, что присоединяют ДНР, я уже тогда пошла выпить пиво, поняв, что, кажется, это будет мое последнее импортное пиво, и нам всем пизда. А 23-го появились все эти новости про то, что вот сейчас начнется. А так как папа в силовых структурах, я его обычно поздравляю с 23 февраля, и я никак не могла собраться с силами ему позвонить, но в итоге позвонила и говорю: я не хочу тебя поздравлять, я хочу спросить, могут ли тебя призвать. Он такой: могут, не могут, надо будет, я сам пойду. И меня настолько это разъебало, и я сидела и плакала. Он не пошел, к счастью, никуда сам, но вот он не из тех, кто будет прятаться, если его реально призовут, потому что это противоречит его представлениям о чести и достоинстве. Но он не рвется сам, и это меня уже радует. И потом мне было очень тяжело написать ему поздравления, что типа: пап, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества и желаю, чтобы защита никогда не превращалась в нападение, и что на нашу семью войн достаточно. Не надо больше.